Ах, Вот пробежал сейчас 20 минуток. И так хорошо. Погода замечательная. Вот. Вы спрашиваете периодически, сколько бегать надо для того, чтобы была выносливость, для того, чтобы было хорошее настроение, боевое такое самочувствие. Вот, я делаю так, я скажу за себя, парни, я включаю секундомер, ну, сначала разминаюсь, да, особенно голеностоп, колени, там, бедра. Вот, потом включаю секундомер и бегу 20 минут минимум. Вот, если 20 минут нет, то бегу дальше. Смотрю секундомер и бегу дальше. Вот, чего я вам рекомендую. А сегодня дам вам, ребята, замечательное упражнение. Замечательное упражнение, как быть уверенным. Потому что многие спрашивают, как стать уверенным, как не бояться, как побороть страх. Ну, вот такие вещи, они, кстати, очень часто встречаются, эти вопросы, особенно у молодежи. Так вот, я даю вам сейчас отличнейшее упражнение. Оно может быть немножко избитое такое, да? То есть чуточку такое уже ну, банальное может кому-то показаться, да, но оно реально работает. Просто оно реально работает. Смысл какой? Ребят, вы каждый день, как зубы чистите, да? Как, я не знаю, делаете зарядку. То есть вы каждый день делаете какие-то вещи, определенные ритуалы. Вот, и я вам рекомендую, на себе просто опробовал это все. Это прям мощное движение реально дает. Вы каждый день себе говорите: я уверен. Я уверен в себе. Я уверен в себе. Ну или просто я уверен в себе. Вот, и старайтесь это как можно чаще говорить себе. Утром, днем, вечером. То есть, ну, как бы, есть у вас какой-то промежуточек времени, едете в метро, не знаю, куда-то идете. То есть у вас появляется какое-то свободное время, заполните его вот таким вот самовнушением. Да, это самовнушение. Также это называется аффирмация. Вот, но вы не будете дожидаться, когда вам кто-то скажет, мол, ты уверен, братан, ты уверен. Вы никогда этого не дождетесь. Вот, поэтому сами себе возьмите и скажите. И тогда это будет работать. Потому что, ну, сами себя вы не обманете, правильно? Вот, если кто-то левый, там, да, посторонний вам может сказать, там, мол, ты, брат, уверен. Ну, на самом деле, конечно, вы будете сомневаться, потому что вы не знаете этого человека, да. Может, он делает, блин, чтобы польстить вам, сделать вам какой-то комплимент. Или там, я не знаю, он делает это за денежки, да, там, я не знаю, психотерапевт какой-то. Вот, а я вам даю это просто бесплатный совет. Потому что вы сами себе, именно сами себе вы можете сказать это, потому что вы сами себе друг, самый большой друг, и самый большой тренер, и самый большой учитель, и самый большой психолог, это вы сами себе, и никто больше вам здесь не поможет стать. Вот, например, вы проснулись утром такие, да, еще такие мысли к вам в голову не пришли, что делать, какие-то там тревоги, монотонные, быт, эта вся херня, вот вы сразу начинаете с фразы «Я уверен в себе». Я уверен в себе. Дальше встаете в постели, идете, умываетесь. И когда умываетесь, говорите, я уверен в себе. И когда зубы чистите, тоже продолжайте эту же формулу, эту аффирмацию, простую формулу внушения «я уверен в себе». Почему банальная, почему затертая? Ну, потому что часто ее можно как бы слышать читать там в таких уже популярных книгах, там в популярных каких-то видеокурсах. И начинается такое скептическое отношение, типа, ну и что, типа там, это не работает ни хрена. Так вот, ребят, конечно, это не работает, потому что вы боитесь даже попробовать. Вот, просто не бойтесь, попробуйте, и потом посмотрите на себя. Ну, где-то через месяц, наверное, уже будет какой-то результат. Может, не через месяц. Тут тоже, видите, вы опираетесь не на мои слова, опираетесь на свои ощущения от того, что вы сами с собой делаете. Это уже действие, это не просто слова. Вы должны говорить себе, что я уверен в себе. И думать так же, как уверенный человек. И действовать человек, понимаете? И двигаться так же. И разговаривать так же, как уверенный человек. И тогда у вас все это будет сочетаться. И это будет... Ну, это будет самое такое, казалось бы, простое упражнение, но оно реально рабочее упражнение. Поэтому, друзья, не затягивайте. Вот кого беспокоит проблема там, типа, как мне это начать, как мне там не стесняться разговаривать, как мне не бояться, там, я не знаю, собеседования, какой-то там конфликта, стрелки и так далее, там, если тебя спрашивают, кто-то есть по жизни, да, там, по понятиям, какие-то гопники к вам пристают и так далее, и так далее. То есть, ребят, вот эта фраза, она будет вам как раз, эта фраза как раз вам будет помогать. Потому что вы внутри уже будете наполнены этой фразой. И не бойтесь быть уверенным. То есть многих вот отпугивает попробовать стать уверенным. Точнее, даже не стать уверенным, нужно быть уверенным. Понимаете, в чем дело? Если вы просто там хотите стать уверенным, видите, в этой фразе уже есть какая-то ловушка, какая-то такая, знаете,
обманка. Типа стать, это значит, пока я еще не такой, но через какое-то время я типа этим стану. Возможно, может быть, наверное, то есть вот такое, знаете, откладывание. То есть вы боитесь рискнуть, вы боитесь сказать себе быть уверенным. Я сейчас уверен в себе. Именно в данный момент я уверен в себе, понимаете? Вот это самое главное. То есть не откладывайте на потом, не говорите себе, я стану уверенным. Просто будьте уверенным, понимаете? Я сейчас уверен, я есть уверенный человек. И тогда это будет работать. А вот любая зацепочка, типа там, ну может быть, потом, наверное, я попробую, там и так далее. Это все, ребята, блин, ну просто все испортит. Не бойтесь брать ответственность за то, что вы будете уверенным человеком. Это реально ответственность. Для этого нужно, ну, блин, большие яйца, как сейчас модно говорить, да? Потому что, ну, уверенный человек это часто какие рискованные вещи, это часто какие-то конфликты, это отстаивание своих интересов, это часто какая-то конфронтация, понимаете? А к этому нужно быть готовым. И поэтому, когда мы говорим, ну, может быть, наверное, это такая, знаете, осторожность, это такая, в общем-то, сыкливость, которая и держит вас на месте, останавливает вас и не дает вам стать уверенными. Понимаете, в чем дело, ребята? Поэтому тут нужно просто действовать. Просто действовать. Вот такая простая технология. Что думаете по этому поводу? Так, привет. Гедеон Пирюгин пишет так, со знаком вопросительным. Привет. Или привет. Привет. Короче, привет, да, Гедеон, привет. Сегодня вот пробежался 20 минут, бегал, пока бегал, сформулировал мысль в голове про уверенность, про то, как быть уверен, про то, как не бояться. И вспомнил прекраснейшее упражнение, которое я сам пользовал раньше. Вот сейчас как бы уже, ну, немножко его подзабыл. Ну, вот пока бегал, вспомнил и думал, почему бы и нет, еще раз можно его пройти. Такой курс, пропить курс лекарств под названием самовнушение, аффирмация. Называется фраза «я уверен в себе», «я уверен». То есть вы должны постоянно твердить эту фразу, блин, как вот мантру, как молитву. Реально как молитву, потому что это, в принципе, ну, сходно религии. Вы становитесь фанатом, вы становитесь фанатиком религиозным идеи того, что вы уверены в себе. Вот и все. И тогда все у вас получится. Так, что за тема? Да, про тему рассказываю, Гедеон, что тема у нас сегодня уверенность. Уверенное поведение и как этого достичь. Простое упражнение сегодня даю. Так, бег с утра, кайф. Тони Фергюсон пишет. Приветствую, Тони. Гедеон Пирюгин, почему ты так плохо относишься к качкам? Так, да нормально я к ним отношусь. Я неплохо к ним отношусь. С чего ты это взял? Не, ну может быть показалось, да, в моем тоне, в моей интонации, что я немножко к качкам отношусь так, знаете, как немножко с предубеждением, что ли, или с легкой иронией, да, вот с легкой иронией, да, скорее так, ну неплохо. Я вообще к людям стараюсь относиться э, адекватно, с уважением обязательно, таким авансом уважение даю. Если этот человек занимается чем-то, какой-то деятельностью, прям вот активно занимается, прям вот уперто, то я к нему с уважением отношусь, даже если это качок. Опять я немножко потроллил, да, качков. Так что нормально я к нему отношусь, ребят, нормально. Но если сказать плохо, ты сказал слово, я бы заменил это иронично. И почему иронично? Потому что, ну, с точки зрения самообороны, с точки зрения единоборств, это, ну, противоположная вещь. То есть оно как бы противоречит подготовке в единоборствах. Оно противоречит как бы вот, ну, тем самым качествам, которые должны быть у бойца, скажем так, понимаете. Там больше речь идет о том, что, ну, ты качок, это, знаешь, бодибилдер, тот, кто любит казаться, тот, кто стремится к цели казаться, а не быть, понимаете. А боец, он в первую очередь, он как бы вот, какой он есть, он выражает себя, у него должна быть суть. У него не должна быть форма накачанная, он может быть с виду не очень такой прокачанный, да, но его дух, его суть, его нутро, вот эта уверенность, про что я сегодня рассказываю, да, вот она должна быть прямо вот в бойце, это бойцовские качества. Я считаю, что, ну, качки, они немножко двигаются в другом направлении. И Тони, я сейчас отвечу, что бег с утра кайф. С утра может быть и кайф, сейчас не утро, у нас сейчас обед на самом деле, где-то сколько у нас, 2 часа дня. Вот, сейчас я вот выбежал немножко пораньше, ну реально кайф. Я думаю, тоже по утрам можешь начать бегать. Вот, нашел здесь такую трассу хорошую, в лесу, такая, знаете, как это, пересеченная местность, там такая ложбинка, и прям такие холмики, деревья, и там вот можно бегать, вот такие разные движухи интересные. Так,
Про Качков ответил, про бег с утра ответил. Гедеон Пелюгин, ведь каком быть круто, ясно, нет. Неправда, это взаимно связано. Гедеон, мне иногда поражает твой безапелляционный тон, категоричный такой. Давай вспомним Джеффа Монсона, который накачан, хорошо дрался в ММА. Я не фанат Джеффа Монсона, не считаю, что он супер-пупер дрался. Он был сильно закачан, сильно перекачан. И он, по сути, не дрался, он больше боролся, блин. И его любимый прием это... Какой там, блядь, как его там назвали? Снеговик. Короче говоря, он душил он в основном. Такое прям качество в единоборствах. Именно такая мощь, мощь, массивность. Это не суда, это не единоборство. Единоборство и основная идея какая? Как с минимальными затратами сил победить более сильного противника, понимаете, превосходящего, качественно, количественно и так далее. Вот смысл боевых искусств. Ну, то есть, грубо говоря, как более слабому победить более сильного, ну, с точки зрения параметров, своим, искусством, своей ловкостью, знаниями, умениями и какими-то разными тактическими хитростями, приемами. Вот такая вот, собственно, идея мне на по душе. А вот эта силовуха, вот эти все качки, вот эти все Монсоны, Шварценеггеры, понимаете, это все это, ну, это кино. Это, блядь, кино и все, больше ничего. И жизнь это никак не... Посмотрите сами, ребята, бойцов, сейчас очень много можно посмотреть видео. Вот, допустим, Петр Ян. Просто супер боец. Я считаю, замечательный. Что, такой прям качок, да? Джефф Монсон. Ну, я думаю, с ним как бы вставать не захотят никакие качки в пару, в спарринг. Потому что, ну, получат пизделей. Так вот, Джеффу Монсону привет, в общем. Так, Тони Фергюсон. Боец это скорее характер. Бодибилдеры как женщины. Вот. Хотят казаться больше, сильнее, красивее. Тони Фергюсон. Ну, ты откровенно, как бы, да, озвучил мои... Я так политкорректно хотел выразиться, да? Ну, это реально нарциссизм. То есть, перед зеркалом, позирование. Блять, ребята, ну, вот это бодибилдинг. Какие там соревнования, вспомните. Гедеон, там соревнования. Мужчины выходят на подиум, блядь, в трусиках. И, блядь, демонстрируют там свои телеса, как у них ягодицы прокачаны. Блядь, ну что это такое? Это что, конкурс, блядь, типа, купи меня побыстрее, подороже? Короче, не, это все мажут с какими-то маслами, там, блядь, сушат. Каждый сиськи, письки, все это все было видно. Короче, это, ребят, ну, блин, нет, я не осуждаю, просто на все есть как бы свои любители, у каждого там свой вкус. Но это лично не по мне. Ну, мне не интересно. Вот, вот характер интересно, да, как кто-то проявляется в бою, там, достижение какого-то результата. У качков, конечно, да, там тоже есть, они штанги таскают, тяжело, пыхтят, кряхтят. Так, окей, давайте дальше. А то мы сейчас с Гедеоном тут будем спорить. Тони Фергюсон согласен. Тони Фергюсон, север-юг прием, точно. Север-юг. Вот если сказать Джефф Монсон, что приходит в голову сразу? Удушающий прием север-юг. Пиздец. Вот это, блин, как сказать, техника. Вот это, блин, богатый, так сказать, арсенал, да? Вот и все, что помним мы о Джеффе Монсоне. И то, что он, блин, кто там, депутат Единой России, гражданин, так сказать, Российской Федерации. Где он там сейчас, блин, что он там делает? Мэр чего-то там, кого-то. Странный человек. Хотя я читал его, не читал, я смотрел видео с ним. Вроде, блин, парень-то с головой дружит, не знаю. Какие-то идеи у него там социализма, там монархизма, весь в татуировках. Ну, мне кажется, он немножко того, крейзи. Ну, как и все мы, впрочем. Так, окей. Север-юг, коронка Монсона, да, так и есть. Гедеон Пелюгин, но он хорошо дрался в ММА. Что-то я не помню на самом деле. Как-то не особенно. Мне кажется, он там дрался, потому что другие бойцы, как бы, да, на слуху. Джефф Монсон. Ну, может быть. Во времена Федора Емельяненко, возможно. Так, это круто, пишет Гедеон. Да-да-да. Светозар Александров, Макс, ну что ты начал? Ярила, блин, Ярила пришло. Кстати, на словацком языке называется Яр, если я ничего не путаю. Так. Гедеон Пелюгин, вспомните. Тони Фергюсон, Петр Ян Зверь, настоящий воин. Абсолютно, абсолютно. Я не буду сейчас говорить про его какие-то человеческие качества, там, гражданские качества, там, ну, вот это, ну, то, что он боец, это абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот, такой, знаете, ну, классический персонаж, вот именно такого бойца. Поэтому, да, Петр, я, короче, за него болею. Мне нравится его стиль, во-первых.
как он работает. Мне нравится его пластика, мне нравится то, что он разнообразный, он как бы не стоит на месте, он развивается. Вот Петр Ян, ну вот реально, он же боксер андеграунд, как бы, как это называется? Бэкграунд, да, изначально он боксер. Ну, ребят, посмотрите, как он борется. Как он сейчас сделал подножки задние просто, ну, классно, борется и ногами бьет. В общем, шикарный боец. Так, Гедеон, что-то тут, Русимара Полхареса. Я не знаю, что это такое. Гедеон Пелюгин, тоже качок, который хорошо дрался в ММА. Ну, ты сейчас начинаешь перечислять исключения какие-то, понимаешь, Гедеон? То есть, пойми, в каждом каком-то явлении есть какие-то свои исключения. Но это же не значит, что это, типа, как бы типично для этого, да? То, что это, как бы, вот, пример для подражания. Это просто, блин, так бывает, да. Ну и что? Но если ты хочешь драться, то ты дерись, занимайся боями. Если ты хочешь качаться, занимайся качалкой. Вот и все, не смешивай одно с другим. Последний пример, да, знаешь Гиба Гарсию? Нет, видишь ты какой подкованный. Нет, не знаю, тоже бразилец похож, да? Тони Фергюсон, Джон Джонс, хороший пример бойца. Когда его поймал на прием Белфорд, руку чуть не оторвал Джонсу, а тот терпел. Телосложение у Джона норм, ничего лишнего, хотя физически очень силен. Ну да, там он такого роста, ну и как бы хорошо сложен. К тому же, опять же, с детства вольная борьба, а не бодибилдинг. Хороша плюс. Hello, my friend. Гаврил Аненков, про качков, пельмешков согласен, это идиотизм. Я всю жизнь пытаюсь совместить железо с рукопашкой. И я против излишней мышечной массы. Но железо при правильном подходе дает гормональный взрыв. Вот это правильный подход. Ребята, вот это правильный подход. Только не нужно, просто многие путают работу с железом, работу со снарядами, там с гирями, с гантелями, со штангами, всякими разными отягощениями с качалкой. Ну, как бы так по привычке, да, так, с бодибилдингом. Поэтому давайте, коллеги, дорогие мои, определимся по понятиям. Ну, то есть сразу говорите, да, работа, там, специальная работа со снарядами для бойцов. Это совсем другое дело. Другие методики и упражнения тоже очень, кстати, часто другие. Совсем не качковские, совсем не как в бодибилдинге. Поэтому здесь очень важно, как бы, чтобы мы друг друга правильно понимали и не запутались. Так. Про качков-пельмешков, да. Так что так. Нагрузка, каким образом должен быть ответ, должна быть реакция организма, среда. Вот. Упражнений каких-то таких. Там, или с какой-то запредельной нагрузкой, или с какой-то сверхскоростью. Устраивается, понимаете? Это работает, да, это гормональный взрыв, потому что это наше топливо, которое идет на помощь организму и помогает ему выжить. Так что так. Так, ребята, пишет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь герой. Для уверенности самое главное выйти из родительского контроля и жить самостоятельно. Абсолютно верно. Вот полностью согласен. Пока вы живете с мамой, с папой, блин, у вас просто привычка сформировалась с детства. Это импринтинг, понимаете? Мама мягенькая, такая теплая, душевная, добродушная. Всегда вас будет здесь защищать. Даже если пытается вам что-то там, ну, сделать из вас человека, сделать из вас мужчину, да, как-то более суров, с вами жесток, мама всегда придет на помощь. Это, сука, откладывается в голове, понимаете? И если вы будете продолжать жить с мамой и с папой, ну, вы будете придерживаться таких же моделей поведения, которых и придерживались все эти долгие, ёпты, годы, понимаете? Ни хера не получится быть самостоятельным, ни хера не получится быть уверенным. Потому что уверенность — это ответственность, ребята. Вы просто берете ответственность и сами разгребаете, блядь, ту кашу, которую вы заварили. Потому что у вас может не получаться чего-то. Уверенность не означает то, что у вас будет все получаться. Все, блядь, я уверен, у меня будет все получаться, зашибись, все. Вперед, хренушки. Это к маме, понимаете, за такой гарантией. Вот, мама вам поможет, мама вам подскажет. А если вы сами по себе, ребята, у вас будет не получаться. Но вы будете вставать и опять делать ошибка за ошибкой. Вот. Хреновая пословица есть такая, типа, дураки учатся на ошибках. Ни хрена, ребята. Это, блядь, какой-то хитрожопый, хитрожопый мудрый пескарь сказал. На самом деле, блин, если вы не ошибаетесь, вы ни хера и не делаете. И не будет у вас ничего получаться. Это раз. Второй момент, даже так, даже больше вам скажу, никаких ошибок нет. Вот просто нет их ни хрена и все. Потому что все эти ошибки, это, блин, знаете, как про историю говорить, вот, типа, там я бы тогда бы вот так бы, в прошедшем времени. Понимаете? Это не ошибки.
Это, блин, ходы, которые так или иначе пошли куда-то в сторону от вашей цели. Если конечно, у вас есть цель-то. Вот и все. Но вы так вот броете, да, туда-сюда, и как бы нащупываете то самое верное. Поэтому ответственность, уверенность, самостоятельность, это, ребята, слова синонимы, это одно и то же. Поэтому начни прямо с сегодняшнего дня убеждать себя, утверждать себе, понимаете? Не цепляясь за всякие там разные отмазки. Я стану, потом, может быть, или идти в какую-то религию, где вот воображаемые какие-то там. Лучше уж тогда, блин, я не знаю, воображать себя уверенного, понимаете? Лучше тогда сделать путь себя. И, блин, верить в себя, понимаете? Чем в какое-то существо вымышленное. И вам будут там батюшки, там попы втолковывать такую дичь. И зарабатывать на вашем легковерии. Так, ну окей. Тут я что-то уже немножко зашел в другую сторону. Давайте дальше продолжим. Так, очки-пельмешки, проехали. Про уверенность, да, все прав, ты герой, прав. Раз, два, три, герой, прав. Тони Фергюсон пишет, мышцы бойца должны быть выносливые, а не большие надутые. Абсолютно верно. И знаете еще почему? Я тут добавлю, отличный комментарий. Тони Фергюсон, я тебе ставлю лайк. И вы мне, кстати, поставьте лайки. Не забудьте, друзья, ставьте мне лайки. Я, блин, сейчас стараюсь. Я сейчас там, блин, весь канал свой переворошил. Обнаружил эту историю, аналитику. Что там, ну, был провал у меня, там забросил это дело, а Ютубу это очень сильно не понравилось. И поэтому мне раньше там были по миллиону просмотров, представляете, по миллиону просмотров у меня видео набирали. А сейчас, ну, как-то так вот не очень. Поэтому, друзья, мне надо как-то себя, как-то зарекомендовать с хорошей стороны для Ютуба. Поэтому рассчитываю на вас, дорогие мои подписчики, друзья. Вот, а я буду уже делать тогда видюшки, общаться с вами почаще и делать все, что вы, друзья, попросите, отвечать на все ваши вопросы. Так вот, про большие мышцы. Большие мышцы питание. Понимаете, какая еще хрень получается? Неэкономная. Вообще неэкономная. То есть просто для того, чтобы казаться, это как покупать дорогие одежды, понимаете? То есть если вы можете нормальную одежду, обычную одежду, да, скажем так, и вам ее достаточно, вы не мерзнете, вы, блин, ну типа не голые, все хорошо. Обычная чистая одежда. То есть любая одежда, главное, должна быть чистая. Но вы, блядь, сука, тратите эти деньги огромные. Просто потому, что она, типа, блядь, модная, типа, фешенебельная, там, special fashion, там, и так далее. Просто для понтов. Вот такая же херня с мышцами, понимаете? У вас здоровые мышцы, вы их должны кормить, блядь. То есть тратить до хрена средств, тратить до хрена денег, еды жрать, как не в себя, понимаете, там, за троих, чтобы быть вот таким накачанным. Нахрена. Вот, и насчет выносливости, конечно, качки. Ну, ребят, ну это же, блин, очевидный факт. Попробуйте с качком пробежаться 20 минут. Вы посмотрите, как он дышит, блядь. Он сдохнет через 3 минуты. Они не могут бегать, они вообще, то есть, ну, драка, бой, битва, блин, война. Вот это все, понимаете? Борьба. Это все выносливость, понимаете? Это реально выносливость. Без нее вообще никак. Что ж такое-то? Что значит немножко запоздал? Так. Так вот, про уверенность. В том числе и проявлять свою злость, понимаете? Потому что без злости, без тестостерона, без этой вот агрессии, такой нормальной, такой, знаете, конструктивной, которая направлена в какое-то русло, то, к каким-то вашим целям. Не бойтесь показаться злым, агрессивным. Не бойтесь показаться каким-то странным для других людей, понимаете? Потому что это и есть уверенность ваша. Вы просто рискуете. Но часто мы боимся того, а что о нас подумают люди. Вдруг я испорчу отношения, там, не знаю, с какими-то друзьями, товарищами. Они подумают обо мне что-то такое, что я какой-то не такой, какой-то непривычный для них, понимаете, некомфортный, блин. Нахер, понимаете, нахер. Вы тогда просто определитесь, выберите для себя, что вы хотите, сами от себя. Если вы хотите быть уверенным, будьте уверенным, блядь. Просто будьте уверенным и все. Вам для этого больше ничего не требуется. Кроме как взять, поработать здесь головой и отбросить все лишнее нахрен. То, что вы держите в себе, то, что вы носите с собой, и то, с чем вы боитесь расстаться. Вот и все. Так, давайте по чатику пройдусь. Отвечаю на комментарии дальше. Так. Во, ребята, вас все больше и больше. Здорово, ребята. Я вас рад видеть. Я сегодня, видите, стрим провожу на улице. Как вам видосик? Нормально, да? Смотрите, фон какой. Класс. Я прям практически в полях, потому что весна пришла, потому что тепло, потому что я после пробежки 20-минутной. Вот, нужно было прям пробежаться чутка так это.
Макс, все по факту, пишет Тони Фергюсон. Гедеон Пелюгин пишет, Дмитрий Данилов, у Габи 6-0. Светозар Александров, Макс красавчик, про ошибки грамотно. Согласен, да? Ну, скажи тема. Потому что я ошибки. Типа, и люди боятся сделать ошибку, и ни хрена не делают поэтому. А это самая страшная ошибка, друзья. Ничего не делать. Вот бояться, чего-то хотеть и не делать. Это пиздец. Вот это самая страшная ошибка, если уж так пошло на то, там, по понятиям, да, какие ошибки. Поэтому, ребята, делайте, что хотите. Вот что вы делаете. И здесь вот начинается, блин, катавасия. В голове всякая хрень появляется. Я этого не делаю, потому что это аморально, потому что я там поссорюсь, потому что обо мне подумают, потому что я еще не готов, потому что у меня еще нету времени. И вот эта всякая хрень, понимаете? Мозг он оправдает любую нашу вот эту вот ленность, блин, и бездействие. Поэтому, блин, кто на жопе сидит ровно, тот пусть дальше сидит. Окей. Ну, раз вы здесь, значит вы... Так, Раша плюс, телочка выглядит стрёмно. На видосике, ну, может быть, я чуть переборщил, да. Я хотел немножечко сексуальным крючком такой, зацепочкой. Хотя телочка, в принципе, неплохая там, ну, если так присмотреться. Так, поехали дальше. Значит, Гедеон Пелюгин все-таки настаивает, что многие качки хорошо дерутся в ММА. А я говорю, что нет, не дерутся они там в ММА. Нет там качков. ФГФ, привет. Качки там все пизды получают в ММА, в UFC. Гедеон, ты что-то попутал там реально. И все эти рестлеры, которые периодически туда приходят в ММА, они получают там пизды. Хотя они накачанные, красивые ребята такие. ФГФ, привет. Спрашивай, задавай вопрос. Качки это что-то, Раша плюс. Ну да, как это, явление, сука. Мем. Гедеон Пелюгин, Габи Гарсия это подружка Сайборг. Ну эти, да, раскачанные монстры, да. Девочки, да, подружки, да. Так, она накачанная и хорошо дерется в ММА, боец ММА. Ну, прекрасно. Я же говорю, ты исключение просто приводишь и все. Тебе просто нравятся накачанные, такие здоровые. Ты, наверное, сам хочешь таким стать. Ну, таким накачанным. Вот и все. Поэтому понятно, почему так думаешь и как бы выцеливаешь выцепляешь именно эти факты, которые подтверждают твою точку зрения. Белов Дмитрий, привет из Санкт-Петербурга. Бодибилдинг — это своего рода конкурс красоты. Так и есть. Ребят, потому что спорт, так как ни крути, это соревнование, это состязание. Это некий competition, ну как бы, блин, ну да, конкурс по сути. То есть люди соревнуются друг с другом. Такие конкуренция, понимаете? Без этого вообще нет спорта. Ну просто нет и все. Если нет соревнований, это физкультура. А в бодибилдинге какие соревнования? Это, блядь, конкурс красоты. Есть девушки, значит, ходят в конкурс красоты, да, там. А есть вот как бы вот ребята, мальчишки, блин, накачанные ходят, блин, и показывают попки, пипки и прочие эти самые свои причиндалы. Белов Дмитрий пишет. Так, да, все правильно. Дмитрий Данилов. Нет, Габи Гарсия это женщина, рост 187 сантиметров, вес 107 килограмм, занимается джиу-джитсу, а выглядит как бодибилдер. Фрик необычный. Ну, по-моему, Гедеон написал, что Габи Гарсия это подружка, кого там опять забыл, Крис Сайборг, да? Или кто там, с кем там. Не слежу за их этими отношениями. Да, она дерется, и пусть дерется. Телочка выглядит стрёмно, пишет Раша плюс. Теперь я понял, про какую телочку ты говоришь. Все правильно, согласен. Светлана Александров, Макс красавчик, про ошибки грамотно уже прочитал. Окей, Дмитрий Данилов, у Габи 6-0, что-то куда-то. Она накачана, она хорошо дерется в ММА, она боец ММА. Я не знаю, ребята, скажите, что мне делать Гедеону, что мне сказать ему? Ну типа, да, ты прав, брат. Она дерется, качки, все качки, в ММА только качки. Достаточно только качаться, блядь, таскать штангу, и ты, бля, охуенный чемпион в ММА. Так что ли, где он? Ты к чему клонишь? Хули ты со мной споришь, я вообще не пойму. Александр Федотов, ты соскучился по тому, чтобы поспорить со мной. Александр Федотов пишет: Максим, добрый день. Добрый день, Александр. Гедеон Пелюгин. Максим, да, это я. Александр Федотов, про батюшек я с вами не согласен принципиально. Вау. Почему так? Почему не согласен? У батюшек, ну, своя деятельность, они занимаются этим. Они... Ну, это бизнес, короче говоря. Я просто не хочу сильно углубляться. Я в курсе этой темы, я как бы там, ну, изнутри я видел все.
как это делается? Просто на том, что нехороший бизнес, короче говоря, неправильный. Неправильный бизнес. Токсичный очень. Так, Дмитрий Данилов. Гедеон Пилюгин пишет. Я давно не слежу за ней. Она одно время правила нарушала, типа датского нашего. Ну, они там немножко того, да, бывают. Перекачанные, у них, когда они качаются, у них там какие-то... Да, у всех, в принципе, отклонения бывают. Но у качков, мне кажется, тем более. От своей вот самой любви к себе, от нарциссизма, от этого вот позерства. Гедеон Пилюгин. Мне придется привести еще пример. Но она хороший боец. Да есть получше, во много. Дядя Сэм зовет, давай. Гедеон Пилюгин, давай Крис Сайберг, вспомните, ее сравнивают с мужиком. Да, сравнивают с мужиком, еще. Она очень хорошо дерется в ММА. Ну да, дерется, потому что, ну, подобно мужику, массы больше. Блин, парни, мне неудобно, но видите, Тони Фергюсон пишет, Макс, в инстаграме есть. Все, мне тут ребята сейчас не дают просто поговорить. Макс, подстрелки. Все, парни, к сожалению, не вовремя. Я забыл отключить эту функцию. Парни, ну, звонки в смысле, да? Поэтому не очень удобно. Прошу прощения, что ну вот так получается. Но самое главное, я сегодня вам донес про уверенность, поэтому все круто. Давайте я вам тогда вот то, что вы сейчас спросили, я не успел ответить. В следующем стриме мы увидимся в четверг, и я вам все расскажу обязательно. И про бодибилдинг продолжим, блин, и про уверенность, и про что там, про батюшек, и про сноуборд. Парни, всех обнимаю. Давайте по-дружески там держитесь. Все, ну так уж получается, что срывается. Просто не хочу вас подводить тоже. Понимаете, чтобы черный экран здесь смотрели и все. Все, в четверг я буду более, так сказать, подготовлен. Все, всем пока. Жду от вас комментариев. Прямо вот под этим видео можно или здесь в чате продолжать, если это возможно. Ставьте лайки, делитесь. Сегодня, кстати говоря, выйдет видео моя новая про планку. Так что смотрите, как она выйдет, смотрите ее. И то же самое, попробуйте ее продвинуть максимально широко. Все, чао, ваш Макс Степанов.